Бонжур, хату интеллигенция. Продолжаем Киберпанк для бедных 2. Я надеюсь, это последняя серия. Уже вроде как там замес с драконом и так далее. Я надеюсь, мне хватит пары часов, и это снова не перерастет в ночь, где я просто сдамся под натиском усталости. Так, значит, драка. Начинается драка. И теперь я уже знаю, что и со спины будут забегать ребята. Херачить. Значит, первым делом накидываем очко снайперу. Накинули. Теперь 57 со снайперки, 81. Думаю, можно по одному вырезать. Еще бы разобраться, что тут вообще надо делать на уровне. Я так понимаю, взламывать эту фиговину. Матрикс. Вломиться с декингом. Хотя одного дрона, наверное, или всех дронов можно перевести. Всех дронов переведу. Сюда. Так, кто у нас здесь есть? Сюда. Я надеюсь, отсюда можно стрелять. Хрен там плавал, да? Ладно. Становимся здесь. Оу. Все по дронам. Все по дронам. И дроны мои просто досвидули, да? Я понял. Так, хорошо. Этот заснул. В смысле ты промазал? 63%, а так? И так мало. А среагировать на этих и пострелять нет? Обида. Так, 10 урона с этого, 13 урона с этого. Меткость 50, 65. Все-таки больше меткости выберу.
наконец-то у меня появились очки. Так, с еще одним... Хотя можно и гранату кинуть, конечно. 37%, 65%. Либо полечить дрона. Либо... Блин, в идеале, конечно, надо было бы уже вламываться в систему. Но, с другой стороны, надо пользоваться и всякими гранатами. Бери. И... Второй раз сюда. Ну, хоть раз. Хоть раз. Так, дрон. Да что же вы так промахиваетесь? Нормальные шансы. А вот он попадает через весь огроменный зал с дробовика с критом. Где справедливость? Справедливости нет. Ты не видишь, да? Ты, к сожалению, не видишь главного орка. Так, ну босса надо поднимать каким-то образом. Например, таким... В очередной раз можно юзнуть какой-то фетиш. Так, фетиш 97%, 70%. Так, 3 армора нет. Powerful Bow 16 урона и атака кулаком 16 урона. Ну, давай так. Промах. Как весело. Че, может, попадешь? 50% шанс.
еще за бодигард? Так, тут... Серьезно? Еще и прокает эта хрень. Просто божественно. Просто божественно. Чувствую, будет еще один рестарт. Класс. Просто класс. Просто супер. Так, вирусная система 1, да? Давай рискнем. Но я, похоже, не успею за один ход это все делать. Просто не вывезу. Думал, подойду. Больше 50% шанс будет. Обязательно попаду. Конечно, конечно. 1000 раз обязательно попадешь. Вообще не попал. Так, 9 из 10. Ну, допустим. Но этот хоть на моей стороне, и то радует. Так, шансы говно. Тут шансы получше. Тут 43. Простая атака 56. Имеет смысл простой атакой. Не успел, да? Не успел. Хорошо, рестарт левел.
Морально я был готов к такому исходу. Просто надо как-то и дронов родить, и успеть добежать, и при этом, чтобы тебя не убили. А они все время по главному герою стреляют. Вот что обидно. Вот что обидно. Так, ну погнали. Так, я, по-моему, это нажимал в прошлый раз. Параноид, если я не ошибаюсь. И теперь начинается мордобой. Ну вот опять атакуют главного героя. Что, впрочем, и не удивительно. Значит, родить одного дрона. Так, куда? Родить второго дрона. Теперь полечить одного из дронов. На всякий случай. Блин, надо добивать. Вот, другое дело. Так, здесь у нас что? Здесь сразу, наверное, рожаем. Сразу рожаем, при этом лечим главного героя. Ему влетело. Сюда в ожидании. Здесь стоим, ждем, двое еще прибегут. Дронами можно идти в атаку. Раз. И два. Нет, он берет и вырубает мне главного героя, который должен войти в матрицу. Алло, компьютер, совесть есть? Чё за жесть? Так, зайца. Эйгер. Это такой бред. Так, а эти даже не палятся, что они противники, да? Два промаха, супер. Просто супер. Цензурных слов на вас не хватает. Неужели? Неужели? Ходи в сеть. Поехали. Этими разбираемся. Значит, сюда одинаково 82%. Ты дробовик. Это топовый на 18 урона. На текущем ходу должны быть еще шансы. Должны быть еще шансы, если мне главного героя не снесут нахрен. Шансы весьма хорошие.
Причем смысл не здесь, не в Матрице, а главный орк в реальном мире. Хотя и здесь что-то как-то залетать начало. Так, ну пока вроде вывозится. Пока вроде вывозится и по ходам, и по хп. Окей, значит... Ага, невозможно иметь два одновременно под контролем. Ну, допустим, допустим. Так, полечить главного героя в любом случае. И закончить здесь. Так, по дронам чё? По дронам ГГ, да? Дроны я сейчас использовать не могу. Ладно. Промах. Грустно. Ну, как минимум, этот отвлекает их внимание. Это уже хорошо. Так, 48, 50, 84, 97. О, 97. Это оно. Нет, это, наверное, сейчас будет бессмысленно. Лучше так.
Надо было скиллуху взять. Тоже знал, то, что 74% опять подведут. Так, 2 ивент-системы под моим контролем. Я так понимаю, здесь my work here is done. По идее. Мне же достаточно один раз это все дело отключить. Я надеюсь. Так, теперь возвращаем контроль над дронами. Далековато все-таки. Далековато. Хотя, в принципе, можно кидать другие места. Других застанить. Попробовать хотя бы. Попробовать. Не получается. Ой, как красиво. Как красиво и удачно залетело. Так, 73. А ну давай сюда. В смысле 93% мимо? Это как? Невероятные подсчеты рандома. Просто невероятные. Так, 5. Пампстейшн. Я могу еще юзнуть пампстейшн. Что бы это ни значило. -1 АП мало. Так. Мне надо ее видеть. Но уже не хватит на эту штуку. Окей, а им сюда. -1 АП, это важно. Хорошо, хоть и противник промахивается очень люто. -2 АП, но этого мало.
Этого определенно мало. Повезло, добил. Так, infusion sequence initiated. Disengage. The virus infusion process will automatically reinitiate after emergency venting. Ну, поглядим. О, он стал на сторону зла. Обида. Так, что тут делается? Кто мне может объяснить? Я все правильно делаю или нет? Так. Тут я, получается, могу вызвать нового, раз старого не отобрали.
Как вы так в упор промахиваетесь, я понять не могу. Сглазил вас кто-то или что? Ну хоть ты попадаешь. Что 50% попадания, что 60. Какая разница? Они мне сбивают очки хода. Просто по КД сбивают очки хода. Чё б ты ни делал. Так, 9 из 10. Ай, трэш, трэш, какой трэш. Так, зайца сюда. Ты. Да, вы запарили минус, минус и минус, минус и минус, минус и минус. Emergency override ключ. Взять-то я его хоть могу. Так, и здесь его использовать, да? Каким макаром? Ты не можешь, ты далеко. Значит, если выключить тебя в теории, то можно дойти, да? Но хрен что получится. Да в упор, попади! Попади в упор! Так. Virus infusion has been aborted. Thanks God, I did it. I did it. I'm almost dead, but I did it. Так, снайперка. С прицелом сюда. Патронов нету. Не зарядиться. Зайца еще рано давать. Ну, чуть без зайца пробуем. Да! Game saved! Game saved! Once again, a transblast window separates you from Audrey and Vauclair, but this time his steadfast will is gone.
He stands motionless, hands at his sides, eyes dead, spent. The strength that drove him has steely resolve that couldn't be shaken by sickness or time or age is gone. It's theirs now, the world's, all theirs. You're going to have to pay for this, you know? We will all pay, all of us. The worms will continue their machinations, consolidate their power, exact their tribute, and humanity, we are no more than treasure to them, favored baubles to be collected, items to be traded, resources to be spent, or hoarded. He sweeps his eyes across the carnage that was his life's work until they come to rest on the dragon. He grits his teeth. 42 years, and we finally had our chance to make a difference, and you destroyed it. I gave everything I had, everything I loved. I'm sorry, Hermie. Изян вообще самострелыч. Изян самострелыч. Так. Свалить и опционально передать контроль. Так, ну допустим, аптечку я возьму в любом случае. Судя по всему, контроль можно передавать в его комнате, да? Так, Dragon Chamber Operations Control, Sequence Operations Control Transfer, Audran A1. Transfer Feuerschwinge Control to Apex. Control transferred. I am assuming control of this system, yes. Processing. I now have complete control of this facility and all connected systems. The Dragon Feuerschwinge is mine. Panacea is mine. You have done well, Clifton. I will not forget it. Vacate the premises at your leisure. I have all the time in the world. Apex's voice reverberates off the cavern walls, then slowly fades. There is a long moment of silence, punctuated only by rasping breaths of the shackled dragon. Did we do the right thing, leaving all of this to Apex? The dragon, the research, everything. Right, wrong, who the hell knows? We are dealing with things so much larger than us that it's hard to say anymore. If this gets Apex off of our backs, then I'm all up for it. The Firewing can fend for herself. I still don't trust Apex. We just handled it a tremendous amount of power. It was already too powerful to handle. I don't think that handling it another weapon is going to change much in the long run. She shakes her head. I don't know, maybe it'll use all of this to protect the F-state, like it said. We'll just have to wait and see. Ну, это, кстати, интересно. Будет ли тут какая-то типа концовочка, описывающая в зависимости от сделанного выбора. You step out of the van, climbing down into the tunnel leading back to your safe house. Just hours ago, you saved Berlin from fire and ash. From the wound-be sacrifice of Dr. Adrian Vauclair. It feels strange now, returning in secret in silence. Another residents of the Kreuzbazaar go about their business, unaware of what almost happened here tonight. It's finally over. Your team and your keys are safe once again. We are safe once again. Ну, погнали. Встретитесь с командой. Ну, давайте встретимся. The team is waiting when you walk in. Their faces are haggard, their shoulders slumped. Was there a point to all of this, Clifton?
We lost Paul, lost Monica, the Croix Bazaar, so many people dead. It was just supposed to be a simple job, remember? A milk run. Get into the estate, snatch some data, and get home in time for worm talk on the trees. Yeah, it wasn't a milk run, but Vauclair's plan failed because of us. That's something. I get this, Clifton, I do, but that's not who I am. I'm a soldier. I take orders and I execute them. This whole thing about dragons taking over the world, the thought of them slowly hoarding everything, it's too big to think about. We are street level. We run the shadows, that's it. Worrying about those sorts of issues is beyond our pay grade. That's what they want. That's what they need. The corps, the dragons, the politicians, everyone. They want us to think that we can't make a difference. They put effort, a lot of effort into making us feel small, insignificant. But we are not. We had the power in our hands today. We had a choice and we made it. And because of that, the world is different. For good or for ill. That's right, for good or ill. We can't see the future, I don't think that anyone can, but the world is different now, and we are the ones who changed it. So did we win? Berlin is still standing, isn't it? I'd count that as a win. You watched the team take this in, Aegir nodding her agreement, Glory staring ahead, lost in thought, Dietrich throwing eyeing the floor, Blitz fiddling with his deck and pretending not to understand. Aegir breaks the silence. So now what? Monica's gone, Paul's gone. Do we keep running together, or is this the end of the road? I'm out. Gloria's face is placid. I have some business to take care of. The personal, violent kind. Don't know when I'll be back. We will be here, Glory. There'll always a spot for you on my team. Understood. See you around. I'll miss you, love. Be safe. Well, I'm in. I'm getting kind of old for a Shadowrunner, but I'd rather die in the shadows with people like you than live... I don't know. I thought I had something going there. Whatever. The point is, I'm in. That was beautiful, man. Aegir turns to you. So, Clifton, you gonna stick around the Croix Bazaar and keep running the shadows with me? You've done a hell of a job. I'd be happy to follow your leads. If it means picking up where Monica left off and keeping the Croix Bazaar safe, I'm in too. Makes sense to me. What about you, Blitz? Oh, I am most definitely in. Totally. Insane dragons, assholes with enormous machine guns, devil dogs that hump your leg when no one's looking. This is the place for me, no question about it. А шо no question? Я тебя ни на одну миссию не брал. Откуда ты все это знаешь? Ты вообще сидел у себя там в подвальчике. Ничего не делал. How could I say no? That seals it. If Blitz is in, how can we lose? Нет, на самом деле нет. Dante humped your leg? I don't want to talk about it. It's still too fresh. Aegir snorts a laugh. Then she's back to business. Before I forget, the Turkish coffee guy sent one of his street rats over before you got there. Said he wants to talk to you about something. Thanks, I'm going to see what's going on in the Croix Bazaar. I'll stop by the coffee shop on my way. С кофешопом поговорить. Алтуг. Давайте Алтуг.
How very propitious it is that we may speak again, O Master of Mayhem. I have a proposal for you that could prove most lucrative to us both, Effendim, most lucrative. Fortune will surely smile upon our blessed partnership if you will only accept. I'm listening, O Master of Hyperbole. With the passing of Haramsel, may God bestow his mercy on him, you find yourself without a fixer. I wish to offer my services to join you in this regard. You'll find that Altug Buragazi is the most connected and business-savvy partner. Если я сначала повыпендриваюсь. Choosing a fixer isn't something you do lightly, Altug. I need to think about it. Hear me out. Most improvident of calamities. Buragazi knows Berlin, knows the players. I have already found a potential client, a most prosperous one with deep pockets. He is most eager to meet you. I have already set it up. At least do me a courtesy of taking to him. Fine, but I'm not promising anything. Most excellent, Effendim. Delightful. When you are ready, take the U-Band to Brandenburger Tor. He will find you there. Okay. Погнали. Your PDA Basils, an incoming com, sender unknown. Creeping Whisks, tak, PDA, tak, Apex. Clifton, you have done well. I have taken possession of the Harfield facility. All of its functions are mine now. The dragon is under my control. Vauclair's works will continue. I will perfect his panacea. If need be, I will unleash it. Otherwise, I will use it toward other ends. Apex? What other ends are you talking about? Wait and see. А теперь стало немножечко стрёмно. Но, как я понял по общему оглавлению этой игры, это уже практически конец. То есть вряд ли тут будет какой-то неожиданный поворот с роботом. Точнее, с искусственным интеллектом. О, тут даже не предложила разные опции. The train car is empty except for the man in the immaculately tailored Italian suit. You notice him watching you for several minutes while the train rumbles its way toward Brandenburg Tor. Finally he speaks. The stranger's words come out slowly in a deep, melodious tone that is easy to hear despite the noise of the train. He takes his time, accentuating each word, relishing each vowel and each consonant, tasting them as if they were a delicacy. Hello. I assume that the business with Dr. Vauclair is concluded, yes? Do I know your friend? No, but you're about to. The man inclines his head slightly in introduction. Hans Brockhaus, I represent the interested party, someone who wishes to know about your encounter with Dr. Vauclair. And how do you know about that? Brockhaus continues, my employer also wishes to hear about the Lady Feuerschwinge, a fascinating creature so unlike her brothers and sisters. It is distressing that a being so magnificent has been reduced to a pawn for a computer game with the delusions of grandeur. Yes? Так. Но он все знает, я даже не могу спросить, что такой дофига умный. Ну ладно, допустим. No. That dragon was insane and needed to be controlled, and Apex is far more than a simple computer game.
Of course it is. It contains the consciousness of your dead friend, Monica. I am certain that the combined wisdom of a 24-year-old software engineer and a sentient security system and completely capable of guiding a great dragon. How wise you must be. You look at a moth and barely perceive sentience. Sentience? You glance its way, amused, as it flutters towards a bright light in a vain attempt to what? To enter? To draw strength? To burn? It doesn't know. Its epic struggle is barely 1/100th of your lifespan. The sum total of its existence is nothing against the vast scale of your struggles, your hopes and dreams, which it could not fathom in 1,000,000 years. Poor moth. You will live and die between the beats of a dragon's heart, my friend. What hope do you have of understanding them? I don't need to. I have enough troubles of my own to take care about what a great dragon thinks. Of course, your myopia is by design, and just as one drops a frog into cold water, slowly turning up the heat to veil its impending doom, meta-humanity has slowly allowed itself to be enslaved by the mega-corporations, and now the mega-corporations are slowly becoming enslaved by the great dragons. But not the Lady Furshwinger, not her. My Lady Furshwinger was a nurturer, a caregiver, rare among her kind. Where her brothers and sisters saw the world as a prize to be won, she saw it as a garden to be landed. Can you imagine? For worlds upon worlds, the great dragon Furshwinger brought wisdom and succor to countless souls. And she was loved for it, exalted, a goddess. When she awoke from her long slumber in 2012 and saw what the world had become, what meta-humanity had done to the garden she had landed for great ages, she struck. Struck with the rage, regret, frustration, and anguish of a mother whose children had played with fire and burned the house down, killing themselves in the blaze. She unleashed fire and death through her tears. And now she is under the control of a construct, an unnatural thing manufactured in the lab by those whom she thought she sought to protect. The sixth world has taken her as a toy for its toy. Thanks for the lecture, Professor. And who are you? The representative of a potential client, a very influential client, and one who pays extraordinarily well. And he is someone who demands a modicum of respect. Now listen. The man removes his hands from his knees, folds them in his step. I tell you all of this so you have context, perspective. Before I ask you this next question, Shadowrunner, if Dr. Vauclair's weapon had not required dragon fire, if it had been capable of destroying every dragon on Earth without touching a hair of meta-humanity's head, would you have used it? I don't know. This is bigger than me. Indeed, and you are wise to know it. Well, on to the business at hand. My employer wishes to secure our team's services for a series of operations that will likely require the remainder of 2054. Depends. Who is this mysterious employer of yours? It's no mystery. You will be working for the great dragon Lofbur. Perhaps you have heard of him. What makes you think I am going to make a deal with the dragon? Because you have already been working for him for some time now, mein Herr.
Or did you think Green Winters found the Harfeld Manor on his own? The rattle of wheel on track gives way to a shimmering screech. Gradually the train begins to slow. He glances up at the U-band map on the wall and smiles. Ah, this is my stop. Coming? No, what if нет? Блин, ну получается один положительный ответ, 4 отрицательных. И чё нажимать тогда? Чё нажимать? Если я на лофера работал, да, типа... Давайте просто ответим. Maybe in the seventh world, Hans, but not today. As you wish, auf Wiedersehen. The train comes to a halt and the doors open. Brockhaus stands, brushes off his Italian suit and exits without another word. As you watch him leave, you look up to find the advertisement for warm talk above the subway car door. Brockhaus stops on the platform and glances back at you. The light from the car reflects in yellow in his gaze. The door closes and he is gone. The train lurches forward again. It picks up speed and begins threading its way beneath Berlin, into the shadows. Tags. Berlin News Fax contains just one report of a shootout in an abandoned holdfast in the countryside, east of Berlin. In a matter of hours, the report vanishes without a trace, as do several prominent deckers who attempt to dig deeper into this event. The flag state's anarchist rule remains until 2055, when joint corporate forces acting with the support of the German government invade the city. It's widely known that the Great Dragon Lopper is responsible for orchestrating this action. The Golden Worm is said to be surprised by the speed and ferocity with which the F-State assembles to repel the attack. In 2060, rumors surface of Lopper meeting with a known representative of the Flag State. Hostilities abruptly cease. A truce is signed the same year, and Berlin is again divided by a wall. The Great Dragon Dunkilzan is elected President of the United Canadian and American States in 2057. He is promptly assassinated and he leaves the inauguration party of the Watergate Hotel while in human form. Popular opinion is that another great dragon is responsible, as only a dragon can kill a dragon, but those in the shadows hint that an act of powerful blood magic is the cause. Rumors of an exchange between a godlike artificial intelligence and the feathered serpent Mujaji, ruler of Azania, first began to surface in 2061. A decker named Tolstoy claims that this is a new stage in ongoing negotiations between the AI and Dragonkind, but this claim cannot be confirmed. The name of Dr. Adrian Vauclair has since been lost to the shadows. Так, ну раз это уже последняя кнопка, то мне все-таки интересно... Continue. Что будет, если нажать «Да», согласиться пойти? Выбор прям как в первом Half-Life. Едешь себе в вагончике, либо выходишь за мистером, либо тебе становится не очень весело. Так, это мне еще... О, это ж поговорить с командой. Ладно, тут-то я быстро смогу пропустить это все.
Можно было бы, конечно, и на ютубе глянуть концовку. Так. Это я выбирал. Это я выбирал вроде бы. Это. Это. Данте. Теперь встречаемся с Альтугом. Но что в общем и целом можно сказать? Игруха прикольная, как и первая часть. Единственное, что очень тяжело, конечно, на английском воспринимать все, много незнакомых слов. То есть весь смысл вроде как улавливается, но какие-то детали наверняка пропадают из виду и упускаются. Поэтому полноценная картина, конечно, такая, с побочками. Так, должен подумать. Файн, но ничего не обещаю. И еду. История, в принципе, кардинально отличается от вообще первой части. То есть и локация, и масштаб, и в целом. Единственное, что ожидал, что может в конце надо будет еще и с драконом как-то сражаться. То есть вот сам последний бой какой-то странный немного оказался, скомканный. Но вообще игрушка мне понравилась. Это, конечно, не кандидат на перепрохождение, но как разовое... Так, Клэр. Разовое приключение супер. Так, how do you know? Say nothing. Давай попробуем выйти. The train comes to a halt. Так. Glances back at the platform. You step out of the subway car and follow him up the stairs and into the Berlin night, into the shadows. Ага, то есть тут только меняется финальный текст. Так, ну еще, допустим, отличается. Это то же самое. Суппорт вламывается так. Деленная стеной, по-моему, то же самое. Президент ассасинирован, то же самое. Artificial тоже самое. Ну, по сути, то же самое. То есть финальный выбор на самом деле ни на что не влияет. Финальный текст одинаковый. Ну, в принципе, да. В принципе, здесь очень много текста, который ни на что не влияет. Там какие-то незначительные элементы. Незначительные элементы меняются во время прохождения, во время там диалогов. Но в целом игра очень линейная. И поэтому, да, особо каких-то развилок нету. Но в целом смотрел какой-то видос какого-то игрового канала по игровой тематике, где говорилось, что, в принципе, даже создание иллюзии выбора, это тоже очень круто. Особенно для таких, как я, которые обычно не перепроходят. Вот сейчас я нарушил свои же правила, хоть и на чуть-чуть. Вот, и для тех, которые не перепроходят, они не узнают, что на самом деле их выбор ничего особо не означал, но они думают, что вот они выбрали, они пошли по какому-то пути, там, по какой-то развилке, и, возможно, что-то упустили, но получили какой-то уникальный игровой опыт. Вот. Ну, короче, игрушка прикольная. В принципе, для разового прохождения я бы всем советовал, кто любит всякие РПГшки, и там позалипать немного в текст. Вот, и что,
Наверное, не сразу, но все-таки пройду третью часть еще. Сейчас у меня, наверное, уже челюсть просто отпадет. И в ближайшую неделю начинать третью часть тоже на английском. Тоже, к сожалению, нету перевода. Но обязательно ею займусь. А пока спасибо всем, кто это мероприятие смотрел. Спасибо за внимание. И до встречи на новых трансляциях.